Всем привет! Уверена, многие из вас уже успели обратить свое внимание на то, что в мире криптовалют все чаще стали появляться проекты, использующие DeFi, что в расшифровке означает децентрализованное финансирование. А ведь неспроста данная модель финансирования начала привлекать многих криптоэнтузиастов. Ведь, насколько вы все знаете, в рамках децентрализации общество спокойно может не только распоряжаться своими финансами, но и делать все это без каких-либо регулирующих органов, посредников и даже правительства, что в свою очередь позволяет сразу же избежать многих существующих проблем, присутствующих традиционным финансовым механизмам управления, где полным ходом процветает бюрократия, коррупция и бешеные комиссии за переводы. В DeFi же все это отсутствует, что, собственно говоря, и привлекает многих разработчиков использовать данный принцип коммуникации пользователя в своем проекте, о котором, собственно говоря, я и хочу с вами сейчас поговорить. И как вы уже успели заметить, исходя из названия данного ролика, то речь сегодня пойдет у нас о MAEX Network, то есть о проекте, который умело сумел объединить децентрализованное финансирование вместе со своим дефляционным токеном. Как видите, впереди вас ждет все самое интересное, поэтому подписывайтесь на мой канал, пока не забыли, и смотрите этот ролик до конца, так как именно сейчас я расскажу вам о том, что же такое дефляционный токен и чем он может быть вам полезен. Ну, во-первых, дефляционным токеном называют тот токен, общее количество которого сокращается при каждой транзакции. Таким образом, сеть MAEX Network будет раз за разом сжигать по 5% от общего числа монет, участвующих в транзакции, что естественным образом будет приводить к снижению общего числа монет в сети, а в результате также положительным образом отразится на их стоимости. Что, согласитесь, весьма интересно и перспективно, потому что максимальное количество монет в сети MAEX Network составит всего 1 миллиард, который, как вы уже поняли, будет со временем уменьшаться. Более того, помимо дефляции и дальнейшего роста цены токена в сети MAEX Network, вас ждет еще и приятное вознаграждение за стейкинг своих монет. Скажу сразу, что данное вознаграждение будет формироваться из 2,5% от общего числа, то есть 5% сжигаемых всех токенов при транзакции, что я считаю весьма приятно. Однако данное вознаграждение является логическим продолжением работы DAO, ведь каждый участник, отправивший свои монеты в стейкинг, автоматически попадает в данную структуру, что в свою очередь раскрывает перед ним новые грани возможного, в том числе и доступ к голосованию, который прямым образом будет влиять на развитие самого сообщества и всех его участников в целом. Более того, MAEX DAO будет служить оплотом для многих других проектов, так как MAEX DAO намерена выступить в качестве инвестиционного фонда, к которому начинающие разработчики смогут обращаться за помощью в реализации своих стартапов. Чему я несказанно рада. Но и это, как говорится, еще не все, так как в сети MAEX есть еще и действующее приложение DApp, которое встроено в смарт-контракт токена и представляет собой механизм стейкинга. При этом, помимо всего этого, команда MAEX официально выпустит еще 2 других децентрализованных приложения, которые будут включать в себя как систему ставок в виде песочных часов, так и приложение PvP DeFi DApp. Плюсом ко всему прочему является возможность другим разработчикам также интегрировать MAEX в свои собственные приложения или же создать свои собственные токены. Что же касается самих токенов MAEX, то большая их часть, а именно 680 миллионов, будет распределены между держателями токенов. 50 же миллионов будет размещено для первоначального инвестиционного фонда DAO, а 170 миллионов будет заблокировано для сохранения ликвидности токена после листинга MAEX на платформе Uniswap. Оставшаяся же часть будет выделена на маркетинг и продвижение самого проекта, что я также считаю крайне важным моментом. При этом обращу ваше особое внимание, что дефляционный процесс сжигания токенов закончится в сети MAEX Network лишь только тогда, когда в сети останется всего лишь 100 миллионов сетевых токенов, то есть после того, как сгорит большая часть, а если быть точнее, то 90% от общей эмиссии токенов. Так что имейте это в виду. Поэтому переходите по ссылке, указанной в описании, и регистрируйтесь в MAEX Network. Ведь только методом собственного анализа и изучения системы вы сможете по достоинству оценить все ее особенности и преимущества. А на этом у меня все. Всем удачи и пока. И помните, что мир децентрализованных приложений куда интереснее, чем вам кажется.